Радиоприемные устройства или радиоприемники можно разделить на две группы. Первое – это радиоприемные устройства, предназначенные для приема сигналов радиовещательных станций, для прослушивания радиовещательных станций в бытовых целях, в бытовых условиях. И вторая группа – это приемники, предназначенные для приема радиосвязных сигналов, для приема каких-то специальных сигналов, для поиска этих самых сигналов, для радионаблюдения. В общем-то, можно даже сказать, что разделение это не условное, а самое настоящее, так как радиосвязные приемники от вещательных отличаются очень сильно по своим возможностям и характеристикам. В этом выпуске я расскажу вам о радиосвязном приемнике, о приемнике, предназначенном для приема сигналов различных радиостанций, систем связи, но не только для приема сигналов, но и для поиска и обнаружения источников ВЧ-излучения. И это приемник рода Шварц, модель 100. Его еще называют мини-порт-ресивер. Мини-порт, потому что мини маленьких размеров и портативный. Появился этот приемник на рынке в 1985 году, выпускался немецкой фирмой Rohde & Schwarz, но был известен не только в Германии, а был практически стандартом для служб радиоконтроля и спецслужб разных стран мира. Использовался этот приемник для прослушивания радиообмена обычных радиостанций, для приема сигналов, например, радиомикрофонов, для обнаружения источников излучения этих же самых радиомикрофонов с помощью направленных антенн. Для своего времени этот приемник имеет очень небольшие размеры и вес. При этом имеет очень широкий диапазон частот и может использоваться как портативный приемник, так как имеет встроенную батарею питания. Но также может работать и как стационарный приемник. В отличие от многих радиосвязных приемников, работающих в диапазоне коротких волн, позволяющих принимать однополосную модуляцию, этот приемник работает только в УКВ-диапазоне от 20 МГц до 1000 МГц и работает только в амплитудной и частотной модуляции. Минимальный шаг перестройки по частоте 1 кГц. Приемник также имеет 30 ячеек памяти, в которые можно записать нужные вам частоты и включить сканирование, например, по этим ячейкам памяти. Сканирование также есть и заданных пользователям участков частот. Шаг частоты при этом сканировании пользователь может установить любой. А вот шаг перестройки волкодером при включенных узких полосах пропускания 7,5 и 15 кГц равен 1 кГц, а при включенной широкой полосе пропускания 150 кГц шаг перестройки волкодером равен 10 кГц. Как вы уже поняли, полоса пропускания у этого приемника переключаемая и имеет три значения – 7,5, 15 и 150 кГц. Кроме переключателя полосы пропускания на передней панели есть еще следующие органы управления. Ручка регулировки порога срабатывания шумоподавителя. Естественно, есть ручка регулировки громкости. Двухпозиционный переключатель режимов работы, амплитудная или частотная модуляция. В приемнике также есть режим автоматической подстройки частоты, который включается еще одним отдельным двухпозиционным переключателем. Есть прекрасный стрелочный индикатор, который показывает уровень принимаемого сигнала, а также может показывать степень заряженности аккумулятора. И этот индикатор и жидкокристаллический дисплей, отображающий текущую частоту, имеют подсветку, которая включается отдельной кнопкой. В приемнике есть аттенюатор, который можно включить тумблером рядом с антенным разъемом. И этот аттенюатор имеет огромное ослабление 40 дБ. На первый взгляд может показаться, что это много и неудобно. Но на самом деле это самое необходимое ослабление для поискового приемника. Когда вы ищете какой-то источник излучения, то, подойдя к нему почти вплотную, ослабить чувствительность приемника как раз нужно очень сильно. Не на 10-20 дБ, даже не на 30, а хотя бы на 40. Я сам, неоднократно используя обычные носимые УКВ-радиостанции для обнаружения источников излучения, при поиске уже в близкой зоне отключал от этих радиостанций антенну вообще. То есть практически включал аттенюатор с очень большим ослаблением. Органов управления у приемника немного. Пользовательский интерфейс, можно сказать, минимальный. Всего 30 ячеек памяти и всего одни границы диапазона сканирования можно задать. По нынешним временам это кажется смешно, но для 1985 года это было очень-очень неплохо. Для работы приемника в настольном варианте у него есть складные ножки, которые используются как подставка, чтобы он лежал не горизонтально на столе. И также рядом с этими ножками есть петли для крепления ремешка. С помощью ремня можно было повесить этот приемник вот так вот на шею, и тогда нет
держа его руками, например, левой рукой держать антенну направленную и искать направление на источник сигнала, а правой рукой можно было вращать волкодер, который расположен не на передней стенке, а на правой боковой стенке в углублении специальном. Волкодер, кстати говоря, очень удобный, он с магнитной фиксацией, то есть крутится он достаточно плавно, но все равно чувствуются у него шаги небольшие. Шаги эти сделаны магнитным способом, один такой шаг соответствует как раз одному шагу перестройки по частоте. Там же на боковой стенке рядом с волкодером есть громкоговоритель этого приемника и разъемы для подключения зарядного устройства блока питания, наушников и выключатель питания в виде клавиш расположен здесь же. Антенный разъем приемника расположен на передней панели, это разъем BNC. В комплекте с приемником была складная телескопическая антенна, подключающаяся непосредственно к этому разъему, и спиральная антенна, точные резонансные частоты, которые в документации к приемнику не заявлены, не указаны. Но мы знаем с вами, что спиральные антенны обычно очень узкополосные. Я проверил на антенном анализаторе, эта антенна имеет резонанс очень узкий, на частоте в районе 60 с чем-то МГц. То есть можно считать, что эта антенна предназначена для лоу-бенда. Также есть третья гармоника у нее в районе 180-200 МГц. И, наверное, можно ее и там как-то использовать. Также для этого приемника существует направленная антенна, специальная поисковая антенна, предназначенная именно для этой модели приемника. Она имеет 3 насадки на 3 рабочих диапазона частот от 20 до 200, от 200 до 500 и от 500 до 1000 МГц. И одно общее основание с рукояткой в виде пистолетной ручки, за которой мы вот так вот держим антенну. Она, соответственно, у нас направлена вперед и можем искать направление на источник сигнала. На этой антенне также расположен индикатор уровня, который кабелем подключается к приемнику. То есть можно, не глядя на приемник, смотреть только на антенну и сразу видеть уровень сигнала. Еще есть очень интересный режим со звуковой индикацией уровня принимаемого сигнала. Для того, чтобы не смотреть на индикатор уровня ни на самом приемнике, ни на поисковой антенне, а просто на слух по тону сигнала сразу определять, какой у нас уровень. Включается этот режим отдельным тумблером на передней панели, и приемник начинает издавать низкий звук из громкоговорителя или из наушников, которые к нему могут быть подключены. И при увеличении уровня сигнала тон этого звука меняется, повышается. Вот, например, я сейчас включу излучение с носимой радиостанции, и тон у нас поменялся. То есть я подношу радиостанцию ближе к приемнику, работающему без антенны. Уровень сигнала увеличивается, и тон тоже увеличивается. Очень удобная функция для режима поиска. 125.2 for Siberia 2507. 125.2 Siberia 2507, bye. Bye. Air China 596, most control. Go ahead, Air China 596. Advise please, how long are you going to avoid? Stand by, Air China 596. Напряжение питания приемника 6 вольт. Приемник может работать автономно от встроенного аккумулятора. Аккумулятор свинцовый, кислотный, то есть достаточно тяжелый, с напряжением 6 вольт. С аккумулятором вместе приемник весит 3,8 килограмма, то есть достаточно тяжелый. В комплекте с приемником есть зарядное устройство, блок питания, от которого этот аккумулятор может заряжаться, не извлекаясь из приемника. Соответственно, это зарядное устройство, то есть блок питания, подключается вот таким вот круглым разъемом к приемнику. По архитектуре своей этот приемник Super-Heater 1 с тройным преобразованием частоты. Основная селекция происходит на третьей ПЧ, равной 10,7 МГц. Первая и вторая ПЧ, соответственно, 629 и 117 МГц. По входным цепям рабочий диапазон частот этого приемника разбит на 4 поддиапазона: 20 по 108 МГц, 108 по 220, 220 по 500 и от 500 до 1000 МГц. Соответственно, на каждый поддиапазон отдельные свои входные фильтры. Конструктивно приемник выполнен на нескольких печатных платах, на которых есть множество дискретных элементов, резисторов, транзисторов, конденсаторов, индуктивностей. Так и есть много микросхем в DIP-корпусах. Гаур Попова. На связи, Гаур. Добрый день. Наблюдаете пассажирское судно? Да, конечно, наблюдаем. Я думал, что вы там стоите или на якорь стоите. Нет, мы идем. Ну, левым бортом устроит вас нормально. Ну, возьмите поправейка. Левым бортом разойдемся, конечно. Да, левым бортом даю отмашечку, да, вот такая. Принял отмашку.
Так как приемник этот предназначен в том числе для обнаружения сигналов в эфире, то к нему есть панорамный индикатор в виде отдельного блока приставки, который можно использовать, а можно не использовать. Приставка эта имеет очень маленькие размеры, гораздо меньше, чем сам приемник. Устройство отображения – миниатюрная электронно-лучевая трубка. Полоса обзора с помощью этого индикатора равна 200 кГц, то есть плюс-минус 100 кГц от центральной частоты. Никаких органов управления на панорамном индикаторе нет, есть только тумблер включения и выключения питания. Подключается этот панорамный индикатор к приемнику двумя кабелями: высокочастотным, по которому передается сигнал ПЧ 10,7 МГц, и отдельным кабелем питания. Панорамный индикатор может питаться от аккумулятора, встроенного в приемник, и может питаться от сетевого блока питания, который в этом случае подключается уже не к самому приемнику, а к панорамному индикатору. Запрещающего. 57 маршрут готов, поехали. 27. Таймаков на 8-м представляйтесь. Все вагоны в завод по 53. На первый взгляд может показаться, что функций и возможностей у приемника очень немного. Нет тысячи памяти, нет банков этих памяти, нет разных режимов сканирования. Но для его задач эти все возможности и не нужны. Это любители послушать все подряд, сидя дома, хотят банки памяти в огромном количестве, чтобы записать все возможные частоты своего города туда и сидеть, сканировать все и кайфовать от того, что они якобы все контролируют. Но для тех целей, для которых нужен этот приемник, это все было не нужно. Во-первых. Во-вторых, 1985 год. Тогда мир совсем был другой. И для того времени такой приемник – это очень неплохо. А еще и с возможностью панорамного обзора. Ну и, конечно, техника эта не бытовая, не любительская. И все его возможности, весь функционал ориентированы не под радиолюбителя, а в первую очередь под те задачи, под которые он разрабатывался. В середине 90-х на смену этому приемнику пришла следующая 200-я модель приемника Rohde & Schwarz. Но пока ее не было, почти 10 лет этим 100-м приемником пользовались во многих странах мира. Конечно, сейчас такой приемник больше как музейный экспонат. Панорама гораздо более удобная и функциональная, есть в каждом дешевом SDR, а таким диапазоном частот сейчас никого не удивишь. Но по радиочастотным характеристикам он очень неплохой, а для своего времени это просто был суперприемник. Ну скажите, не в цифрах, а как, лучше или хуже с этой антенны прием? На прием лучше у меня. Так что У меня тоже громче. лучше. Так что, если ты не путаешь, то диполь работает лучше. Все, понял. Сейчас попробую, давайте уменьшить чуть-чуть мощность до 10 Вт. Приемник, предназначенный для мониторинга эфира, обнаружения сигналов, определения направления на источник ВЧ-излучения для радиоперехвата Rohde & Schwarz модель 100. Мой рассказ об этом приемнике закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Слушайте эфир с помощью разных приемников. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.